Шотландский актер Шон Коннери стал первым Бонд. Джеймс Бонд. за съемки в 6 фильмах Бондианы: «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды» и «Бриллианты навсегда». Коннери получил гонорар около 18 миллионов долларов. Я польщен. На одном из интервью Ян Флеминг, автор книг о шпионе Ми-6, сознался, почему он выбрал Джеймсу Бонду такое имя. «Я хотел выбрать простое имя, и мне под руку попалась книга о птицах Индии известного орнитолога Джеймса Бонда. И я понял, это то, что нужно». Все это так невероятно, что может оказаться и правдой. Режиссеры не планировали экранизировать «Из России с любовью». Это была любимая книга президента Кеннеди, и он уговорил их снять этот фильм. Как только все было готово, для президента организовали специальный показ в Белом доме. Кеннеди пришел в восторг от экранизации любимого романа. На следующее утро он направился в Даллас, где его убили. Вот это поворот! Шон Коннери во всех фильмах о Бонде носит парик, потому что в 22 года он начал лысеть. Но мне нечего надеть. Вот твоя одежда. При создании взрыва для фильма «Шаровая молния» было принято решение использовать экспериментальное ракетное топливо. Не зная, насколько оно взрывоопасно, для сцены его взяли слишком много. В результате, когда прозвучал взрыв, он был таким мощным, что в расположенном в 50 километрах от места съемок городе взрывной волной выбило окна. Удивительно, но от взрыва никто серьезно не пострадал. Это того стоило. Этот момент заставляет замереть от напряжения. В 1964 году кино снимали без компьютерной графики. В этом кадре на актера был направлен безопасный лазер, в то время как мастер по спецэффектам резал поверхность снизу ацетиленовой горелкой. Однако, с того места, где находился мастер по спецэффектам, Коннери не было видно, поэтому насколько точно он будет следовать командам режиссера, было решающим фактором, будет ли ранен Шон Коннери или нет. Получилось, фартануло. Джордж Лэзенби сыграл в Бондиане всего один раз. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. В фильме «На секретной службе Ее Величества». На тот момент Джорджу было 30 лет. За роль в фильме молодой актер получил $400 тысяч, в то время как по всему миру картина собрала более $80 миллионов. Я заберу, если вы не против. Роджер Мур стал третьим Бондом Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. после Шона Коннери и Джорджа Лэзенби. Актер играл агента 007 12 лет и снялся в 7 фильмах: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для ваших глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство». Гонорар Роджера Мура за съемки в Бондиане составил более $24 миллионов. Мур стал самым старшим актером, сыгравшим Бонда. На момент съемок фильма «Вид на убийство» ему было 57 лет. Я слишком стар для всего этого дерьма. Для известного постера о Бонде, где агент виден сквозь расставленные женские ноги, модель снимали с трусами, надетыми задом наперед. Так было сексуальнее. Ай-яй-яй, что за прикидончик? Ничего себе, малеха. Тимоти Далтон, четвертый, Бонд. Джеймс Бонд. сыгравший в 2 фильмах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство». Несмотря на это, актер получил неплохой гонорар – более $8 миллионов. Он является самым высоким исполнителем роли Бонда. Рост Далтона – 188 сантиметров. В 90-е годы появились комиксы «Джеймс Бонд-младший» про племянника Бонда и его друга Горда Лейтера, сына агента ЦРУ Феликса Лейтера. Следующим Бондом мог стать Мел Гибсон. В рот мне ноги! Вау, это что, он? Такой стильный. Неужели сам ходит за покупками? Ему предлагали за эту роль $15 миллионов, но он все равно отказался. Как-то не впечатляет. И в итоге вакансия досталась ирландскому актеру Пирсу Броснану. Он снялся в 4 фильмах о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда» и «Целого мира мало», а также «Умри, но не сейчас». За эти 4 фильма актер получил $40 миллионов. Перед началом съемок Пирс подписал контракт, где в одном из пунктов ему запрещалось носить смокинг в любом другом фильме. Это условие создали, чтобы сохранить узнаваемость и визитную карточку образа Бонд. Джеймс Бонд.
На протяжении лет многие фанаты Бондианы думали, на ком может быть основан персонаж Бонд. Некоторые считают, что это британский агент Ми-6 Билл Дандердейл, близкий друг Флеминга. Другие видят в этой ипостаси британского шпиона во время Второй мировой войны Уильяма Стивенсона. Многие исследователи находят в персонаже Флеминга романтизированный образ самого автора. И Флеминг, и Бонд посещали одни и те же школы, предпочитают одну и ту же еду, имеют похожие привычки, им нравятся одни и те же женщины, и наконец они оба сделали похожую карьеру на флоте, дослужившись до командора. Сам автор не отрицал и не поощрял такие теории, но настаивал в своем желании сделать Бонда очень обыденным персонажем, вокруг которого происходит множество интересных вещей. Нет слов, отличная работа. Благодаря фильмам номер 007 стал звучать круто. Наверняка вам очень интересно, что вдохновило Яна Флеминга придумать эту цифру. А все очень просто. Цифра 007 были номером автобусного маршрута, на котором он часто ездил. Неужели необходимо так нестись куда-то? Чаще, чем ты думаешь. Во время планирования съемок «Умри, но не сейчас» продюсеры хотели включить эпизодическую роль с первым Бондом, Джеймс Бонд. Шоном Коннери. Но как это сделать? И тогда сценаристу пришла одна странная идея. Что если Джеймс Бонд это не имя, а кодовое название, которое присваивают некоторым агентам? Идея с Коннери провалилась, но теория о кодовом имени не забылась. Фанаты иногда используют ее, чтобы объяснить, почему у Бонда почти не меняется возраст 1962 года. Джеймс Бонд. Номер 6. Дэниел Крейг. Актер снялся в 5 фильмах франшизы: «Казино Рояль», «Квант Милосердия», «Координаты Скайфолл», «Спектр» и «Не время умирать». Он стал самым высокооплачиваемым Джеймсом Бондом. Гонорар Крейга за каждый фильм составляет больше 10 миллионов долларов. Ведь буква М выбрана не случайно, это сокращенное... Настоящее имя М – Оливия Мэнсфилд. Еще один звук, и вас придется убрать. Крейг – первый и единственный светловолосый Бонд. Он совсем не подходит под образ, описанный в романах Яна Флеминга. Ай. За всю историю франшизы Дэниелу Крейгу единственному было позволено взять любой Астон Мартин с салона безвозмездно. Трюк с переворачивающимся Астон Мартин побил мировой рекорд по количеству переворотов. Машина сделала 7 полных переворотов. Мы частенько плохо знаем друг друга, но вас я должна знать, Бонд. Биографию своему герою Флеминг придумал уже после премьеры первого фильма о Бонде «Доктор Ноу». И нет ничего удивительного в том, что Бонд у него стал наполовину шотландцем. Заслуги сэра Шона Коннери в популяризации Бондианы несомненны. В итоге получилось так, что отцом агента 007 стал Эндрю Бонд из шотландской деревни Гленка, а матерью уроженка Швейцарии Моника Делакруа. Они погибли во время восхождения на гору. Сколько вам было, когда они погибли? Джеймсу было 11 лет. После этого он воспитывался тетей со стороны отца. Все это упоминается единожды в романе «Живешь только дважды», который был опубликован через 2 года после выхода фильма «Доктор Ноу». Ну, теперь мы знаем. Пистолет, которым предпочитает пользоваться Бонд, Вальтер ППК. Это та же модель, из которой застрелился Гитлер. Надо быть осторожной рядом с красавцем в смокинге с Вальтером. По фильмам Джеймс Бонд галантен и учтив, воплощение самоконтроля и гениальной расчетливости, дамский угодник и человек без недостатков. Но в книге он совсем не такой. Бонд часто показывает свой страх и панику в трудных ситуациях, а изысканное взболтать, но не смешивать часто приводит к утреннему похмелью. Вы сами все знаете. История о британском спецагенте очень полюбилась Елизавете II. Именно она предложила включить ее в заставку к открытию Олимпиады в Лондоне. Точной даты рождения агента 007 не существует. Флеминг описывал его как мужчину, которому от 35 до 40 лет. К моменту выхода «Не время умирать» агенту 007 будет уже 53 года. Хотя в книгах Флеминга сотрудники Ми-6 уходили со службы в 45. Куда ты уходишь? Я ненадолго. Сегодня кинофраншиза о Джеймсе Бонде находится на 4-м месте самых кассовых за всю историю кино, уступая киновселенной Марвел, Звездным войнам и Гарри Поттеру. Вы правы, сэр.
В разные года на роль Бонда рассматривались Хью Джекман, Кэрри Грант, Лиам Нисон, Джуд Лоу, Джулиан Макмехан, Генри Кавилл, Клинт Иствуд и Бёрт Рейнольдс. Я оказался там случайно. У меня был отпуск. Какой актер в роли Бонда тебе нравится больше всего? Ставь лайк, обязательно подписывайся и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А сейчас тебе на выбор 2 интересных видоса.